Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Минфин США ввел сокрушительные блокирующие санкции против столпов российской экономики, Роснефти и Лукойла, включая 34 их дочерних предприятия, что ставит под угрозу почти половину экспорта нефти из РФ. Что на самом деле означают новые ограничения, как это повлияет на поставки нефти и на экономику России? Борис Леонидович, вам слово. Ну, что это означает для мистера Трампа, достаточно очевидно. От разговоров о пошлинах он перешел к санкциям. То есть товарищ вернулся на ту же тропу, по которой шагал молодой перспективный американский политик Джо Байден, с чем, собственно говоря, мистера Трампа можно поздравить. При этом он продолжает говорить о том, что надеется, что эти санкции не будут длительными, еще что-то и так далее, и так далее. Проще всего понять, что это значит, насколько это серьезно, по состоянию нефтяных котировок на товарно-сырьевых биржах. За день они одолели более 5%, останавливаться вроде бы пока не собираются, растут себе и растут. Нефтяные брокеры – это не журналисты и не политологи, здесь все достаточно меркантильно, то есть они оценивают, что риск того, что какие-то перебои с поставками будут. Если бы это был действительно большой обвал, то цены бы росли еще выше, пока вполне умеренно. Что это означает на практике? Ну, давайте припомним, что Трамп уже ввел пошлины для индийских товаров, для индийского импорта, в связи с тем, что Индия покупает нефть у России, у российских компаний, нефть марки Юрлс и другие наши сорта нефти. Такой вопрос на детском уровне. А Индия точно ничего не предпринимала? У меня впечатление, что Индия к этому готовилась, и сейчас эта работа будет продолжена. Нефть через третьи руки, через Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконги, и не знаю, что там еще придумают. Острова Крокодиловы слезы никуда не делись, они по-прежнему где-то плавают. Реакция Китая тоже известна. Послали по-китайски, но далеко. Собственно говоря, для Китая это тоже не новость. Покрытый санкциями в 3 слоя проект Арктик-СПГ-2 продолжает уверенно поставлять СПГ в Китай, и никто по этому поводу не переживает. Что это еще может означать? Поскольку речь идет о Министерстве финансов, это значит, что доля нашей нефти, продаваемой за доллары или за евро, станет еще меньше. Очевидно, что в Индию поставки за доллары идти не будут. Их и так-то было минимальное количество, а сейчас мы увидим разнообразие корзины валют азиатской. Я думаю, что там будут и наши рубли, и какие-нибудь вонги, донги, юани, и все что угодно еще, что может оборачиваться, минуя систему SWIFT. Понятно, что с одной стороны, если опять говорить не о политике, это значит, что на российские компании будут давить со словами: видите, какие огромные риски, давайте нам скидку. Но у любой палки два конца, у любой медали две стороны. С одной стороны, Трамп пригрозил, с другой стороны, цены выросли. Значит, тот самый дисконт будут отсчитывать не от той цены, которая была еще вчера, 22 октября 2025 года, а той, которая сложится к 23-му, к 24-му. Ну, и мы посмотрим, как будут выглядеть котировки в начале следующей недели. Так что у меня впечатление, что ни наши нефтяные компании, ни наш государственный бюджет сильно от этого не пострадают. То, что одновременно еще и Евросоюз ввел очередные списки подсанкционных судов, танкеров, это означает, что танкеры из этой тени выходить уже не будут. На всякий случай напоминаю, что сам термин «теневой флот» на самом деле это суда, которые не используют экосистему Европы, то есть не страхуются в европейских компаниях, не принадлежат европейским компаниям, не заходят в европейские порты для дозаправки и прочего-прочего. То есть это те танкеры, которые ушли для того, чтобы торговать той самой подсанкционной нефтью, тем более, что ее с каждым годом становится все больше и больше. У нас подсанкционная нефть иранская, российская, венесуэльская. Я думаю, что список будет продолжаться, ну и получим мы в результате два флота.
один из них будет работать в европейской системе, в американской системе, между Соединенными Штатами и Европой будет курсировать, остальные все больше и больше будут работать внутри глобального юга. Нефть на юге, в Венесуэле, в Иране и в очень южной стране России приобрели и куда-то там повезли. Ну, и я думаю, что попытки Всемирного информационного холдинга, один Bloomberg сказал, ОБС сокращенно, все чаще будет всплывать некая другая Азия, куда отправляются танкеры с российской нефтью. Ну, это так, если широкими мазками. Борис Леонидович, а никого не смущает, что некоторые достаточно скромные, даже сказать микроскопические, островные даже государства начинают экспортировать нефти больше, чем они добывают лет за 5? Это Ну, нормально? Это не вызывает ничего вопросов? страшного. Я думаю, что если сегодня вечером обнаружится фонтан нефти Юрос в Сингапуре или в Таиланде, ну, ничего выдающегося. Геология иногда приносит такие сюрпризы, что диву даешься. Если говорить о тех, кто еще пострадал, ну, очевидно, что вот те самые дочерние компании включают в себя, например, холдинг Роснефть Deutschland, который так и не был национализирован. Государство Федеративной Республики Германия управляет акциями. Что для них это означает? Ну, вероятнее всего, что, допустим, прекратятся поставки казахстанской нефти. Именно казахстанской нефти, нефти из Казахстана, если угодно. То есть нефть действительно из Казахстана, добывается она в основном европейскими компаниями и компанией «Шеврон», но очевидно, что компания «Шеврон» уж точно будет слушать своего мистера президента, и поставки прекратятся. Потому что, ну, как можно работать с компанией «Роснефть Дойчланд»? Никак нельзя. Ну, Германия не такое переживала. Я думаю, что родина известного писателя Мазоха постепенно перебирается куда-то на Хватерланд. Они могут продолжать в том же стиле, они безропотно снесли взрывы северных потоков, справятся и в этот раз. Или не справятся, будем наблюдать. Таких маленьких каких-то непродуманных вещей, если смотреть на текст вот этого распоряжения Минфина США, то там сразу сделано исключение для КТК, Каспийской трубопроводной корпорации, и, по-моему, для кого-то еще. А вот все ли они предусмотрели, не пострадают ли их европейские вассалы, посмотрим. Я думаю, что определенные проблемы будут у завода «Лукойла» в Болгарии, который пока еще не был продан. И тоже будет большой вопрос, поскольку акции еще не перешли, и «Лукойл» присутствует с долей более 50%, возможно, прекратятся на какое-то время поставки нефти в Болгарию. Так бывает. Время на осмысление полного текста и всех следствий, которые из него последуют, ну, хотя бы денек-другой надо посмотреть, подождать, кто как будет реагировать. Может быть, кто-то начнет протестовать со словами на разных языках, а нас-то за что? Борис Иванович, а как себя вообще чувствуют компании, которые вот были экспроприированы европейскими странами у той же Роснефти? Все у них нормально, ведь достаточно успешные, работающие компании с хорошей налоговой базой. Они также продолжают работать? Или что-то изменилось? Ну, если говорить об основном активе Роснефти в Англии, завода в Швеции, то, разумеется, там сложности есть. Завод строился из расчета на переработку 12 миллионов тонн нефти в год. Такой объем сейчас поставить не получается. Понятно, что идут гигантские объемы поставок с Казахстана. Со старта в 2022 году миллиона тонн уже доросли до 1,5 миллиона тонн, которые в этом году ожидается. Не пройдет еще 10-15 лет, может быть, доберутся до каких-то более серьезных объемов. Обещали помочь поляки, они готовы прийти на выручку, но выручку надо отдать Польше. Есть магистральный нефтепровод из порта в Гданьске, есть возможность прокачивать нефть, поступающую морем, но для этого надо договориться с Польшей, а у Польши отношения с Германией по-прежнему, как и предыдущие лет так 500, выглядят достаточно романтично, несмотря на то, что они теперь входят в единый военный блок НАТО, в единый экономический блок Евросоюз.
Я думаю, что там речь идет о том, что нужно какое-то время подождать, чтобы акции завода стали стоить еще ниже, котировки еще ниже спустились. После этого поляки с удовольствием их выкупят. Ну, это из таких очевидных примеров. А если порассуждать о том, что господин Трамп все-таки знал, что он делает, ну, чисто теоретически, и санкциями против российских компаний, он просто подстегнул общие цены на нефть. Дорожает не только Уралс, но и Brent. И то есть дорожает нефть Соединенных Штатов Америки. Может, он решил своим деткам помочь все-таки начать бурить? Ну, финансово Ну, помочь. связи мистера Трампа со всевозможными биржевыми брокерами пусть исследует ОБС, но нельзя этого исключать. Потому что точно зная, что цены вырастут, он делает вот такое заявление. Говорит, что это направлено только против России. Можно было бы, если бы были введены еще и вторичные санкции. То есть санкции в отношении тех, кто все еще покупает нефть у Роснефти и у Лукойла. Их нет. Есть санкции только против Роснефти, Лукойла и дочерних компаний. То есть сказать, что они настолько ужасны, что все испугаются и перестанут работать, ну, не получается. Лазейки оставлены. Мне кажется, что вполне умышленно. Но здесь уже чистая политика. Не дать Киеву, томагавки, ну, ввести санкции против Роснефти и Лукойла. Вот такое впечатление, что мистер Трамп желает как можно дальше дистанцироваться от событий в Северном Причерноморье с тем, чтобы наиболее активные участники разбирались с этим сами. И только к тому времени, когда либо Россия доведет Евросоюз до состояния, когда они уже на все согласны, либо в обратном направлении придет мистер Трамп и всех помирит. Для этого либо одна, либо другая страна должна оказаться в безвыходном положении. Ну, а для нас, к сожалению, события в Северном Черноморье будут продолжаться и продолжаться. Может быть, немножко изменится темп, но это покажет подходящая уже и зимняя кампания. До наступления холодов, морозов и снежного покрова, в общем-то, уже не так далеко. Финальный вопрос. А как в принципе себя чувствует Европа в условиях ограничения поставок нефти и нефтепродуктов? Потому что раньше они были достаточно плотно зависимы от поставок из Российской Федерации. Там вроде Турция подсуетилась. Что может еще начать происходить? Ну, мне сложно говорить, какими будут последствия для нефтяного рынка прямо сегодня. Надо немножко посмотреть. То, что европейские компании вынуждены покупать нефть таких же марок, как и Юралс, через третьи руки, уже сказалось на прибыльности их нефтеперерабатывающих заводов. Переработка тонны нефти прибыли приносит все меньше и меньше. И то, что парочка заводов уже закрылась, мы видели. Подозреваю, что если сейчас рост цен продолжится, то и оставшиеся нефтеперерабатывающие заводы будут чувствовать себя не самым лучшим образом. Приобретать нефть по цене, которая позволяет получить радость труда, то есть сам факт переработки, но не получить прибыль. Ну, не знаю, нравится это европейцам или нет, за их логикой следить сложно. У нас все вот эти соответствующие движения запрещены, слава богу, а у них вот как-то все через известное место, я имею в виду, конечно, через темечко, происходит кругооборот мыслей и действий. Так что не берусь ничего предсказывать, будем просто смотреть, что они еще придумают. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на наш спонсор.ру. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.